Мария Михайловна, давно уже начали заниматься пиявками? Лечением с использованием медицинской пиявки мы начали заниматься уже более 10 лет. Со времени создания кафедры пропедевтика стоматологических заболеваний. Кафедра создана в 1994 году по решению нашего ученого совета, совещанию деканов и Министерства здравоохранения России. На нашей кафедре студенты проходят обучение на 2-м курсе дневного отделения, на 3-м курсе вечернего отделения. И задача наша состоит в том, чтобы обучить студентов мануальным навыкам, которые потом они применяют при приеме пациентов. И лечение пиявками на кафедре применяется для лечения таких больных, как заболевание пародонта, потому что очень много населения, к сожалению, сейчас страдает воспалительными заболеваниями пародонта, не только взрослого, но даже детского населения. И как результат этого процесса патологического зубы расшатываются и выпадают. И герудотерапия используется в комплексном лечении этого заболевания. На кафедре у нас имеется несколько преподавателей, прошедших специализацию в Академии постдипломного образования России и имеющих сертификат для использования метода герудотерапии в лечебной практике. Потому что герудотерапия, она требует определенного уровня знаний, специальной подготовки, сертификата, условий для проведения методов лечения. Больные у нас бывают не только из Москвы и из Московской области, но приезжают из других регионов. Даже вот недавно приезжала больная из Лондона, которая по интернету нашла данные о том, что мы используем герудотерапию при лечении такого заболевания, как синдром Мелькерсон-Розенталя. Это заболевание хронически протекающее, вся патология на лице. Если при воспалительных заболеваниях пародонта там процесс воспалительный локализуется в полости рта, и когда у человека закрыт рот, все-таки это не видно. А при синдроме Рассалима Мелькерсон-Розенталя у человека увеличенные губы, или верхние, или нижние, парез лицевого нерва и много других симптомов этого страдания. Поэтому люди... этим не занимаются? Почему она приехала сюда? Она по интернету нашла и позвонила нам, мы сказали, что мы готовы ее принять. Другая патология, при лечении которой мы используем герудотерапию, помимо заболевания пародонта, это болевой синдром в челюстно-лицевой области, в языке или в других отделах, что тоже нередко бывает, к сожалению, как осложнение проведенного стоматологического лечения или другая причина. Нередко в практике врача-стоматолога встречается такое заболевание, как хронический верхушечный периодонтит, который развивается в процессе осложнения нелеченного кариеса. И больной приходит с жалобами на боль в зубе, иногда припухлость, иногда наличие свечевого хода не только в полости рта, но может быть и на лице. И наш опыт показывает, что применение герудотерапии в этом процессе оказывает очень положительный эффект, потому что болевой синдром сразу уходит, спадает отек, потому что герудотерапия обладает выраженным противовоспалительным, противоотечным действием. Нормализуется общее состояние человека, даже обладает герудотерапией некоторым седативным эффектом, то есть успокаивается человек, хорошо спит после сеансов герудотерапии. Особенно если лечение пиявками проводится на фоне соматической патологии, такой как гипертоническая болезнь. Показано, что для людей, страдающих повышенным артериальным давлением, лечение герудотерапии, помимо стоматологического эффекта, оказывает общий положительный эффект на общее состояние организма. А вы давно уже начали? Почему именно пиявки вдруг? Почему пиявками решили заинтересоваться? Мы заинтересовались герудотерапией, потому что этот метод очень древний. Истори применялся на Руси для лечения больных.
И когда не были развиты такие дополнительные методы исследований, как сейчас, методы лечения, когда не было такого арсенала лекарственных препаратов, как сейчас, герудотерапия широко использовалась земскими врачами в практике для лечения больных. И почитав литературу, проанализировав весь многовековой опыт использования медицинской пиявки, мы пришли к выводу сейчас, в настоящее время, когда социальный статус больных невысок, когда лекарственная терапия такая дорогая, в печати много публикаций о том, что большой процент лекарственных средств, приобретаемых больными, к сожалению, являются неэффективными, они подделки. Учитывая все это и то, что эффект герудотерапии лечебной почти нет противопоказаний, нет побочных эффектов, мы пришли к выводу, что нам нужно освоить этот метод. И вот Светлана Ивановна Зидер у нас доцент на кафедре, с Людмилой Васильевной Волчковой доцент тоже нашей кафедре, Татьяна Геннадьевна Симакова, Елена Валентиновна Денискина, Светлана Александровна Дзех. Мы создали такую команду, которая разработала этот метод и сейчас довольно широко применяем для лечения стоматологических больных. То есть стоматологией вы первыми начали этим заниматься? Нет, нельзя сказать, что мы начали заниматься первыми, потому что публикации об использовании медицинской пиявки были и до нас. Но они были в стоматологии, но они были как отдельные работы. А у нас на основании методов лечения с использованием герудотерапии защищено 3 диссертационных темы кандидатских. То есть мы научно обосновали и показали воздействие медицинской пиявки на все звенья воспаления, на реологические свойства крови, на микроциркуляцию крови, на цитологический состав и так далее, и так далее. То есть научно обоснована и показана эффективность этого метода лечения. Вот это действительно наш приоритет, наша заслуга, наше достояние. И мы видим, что сейчас больные очень охотно соглашаются на такие методы лечения. Потом молва передается из уст в уста, к нам приходят больные, звонят, приходят, и мы оказываем им помощь. А студентам разрешаете этим заниматься? Нет, студенты могут только быть в курсе дела, что на кафедре проводятся такие исследования, потому что это уже удел врачей, получивших дипломы, которые закончили интернатуру, ординатуру. Вот для ординаторов у нас проводятся семинарские занятия с демонстрацией клинических случаев для того, чтобы повысить их уровень знаний. И это входит один из фрагментов программы по традиционным методам лечения, которые у нас разрабатываются. Помимо герудотерапии у нас есть много других лечебных и диагностических моментов, которые не сопряжены с приемом лекарственных препаратов. И почему это очень важно? Потому что сейчас, когда население в течение многих лет уже принимало антибиотики, кортикостероиды, сульфаниламидные препараты и другие лекарственные препараты, наблюдается, с одной стороны, много аллергических реакций на эти лекарственные препараты, а с другой стороны, много побочных эффектов. И третий момент – то, что иногда лекарственные препараты уже неэффективны для лечения того или иного пациента. А пиявки дорогое лечение? Ну, я считаю, что относительно недорогое лечение, потому что лечение проводится курсами. Курс составляет, в зависимости от нозологической формы заболевания, может быть там и 7, и 10 процедур. Причем через какое-то время курс может повторяться. Количество повторений курса лечения зависит от тяжести процесса, от выраженности процесса, от нозологической формы заболевания. И что еще хорошо, что больные, которые по нашему рецепту приобретают эти пиявки, после того, как проведено лечение, пиявки могут не уничтожаться. Мы даем больному рекомендации, как сохранить их в течение нескольких месяцев для того, чтобы использовать их при
повторном лечении, но только именно для этого больного, потому что здесь очень важно помнить о том, что необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологический режим при работе с медицинскими пиявками, чтобы не было передачи таких инфекций, как гепатит, ВИЧ-инфекция и другая какая-то патология, потому что здесь идет работа с кровью. Спасибо. Пожалуйста.
шкафу будет всё. Сумку убрать эту? Надо, чтобы вот так, чтобы нас видно было. Так, чтобы видно было снимки или что? Отсюда. Сейчас вот. Все видно, очень хорошо. Вот как мы с тобой говорили, я же не знаю все изменения, поэтому у нее кальций в крови. И в слюне очень-очень мало. Вот заключение. Так, значит, тут у нее эти анализы. Ну, это вот анализ крови. Соя нормально. Так, так, давай посмотрим. Вот посев я сделаю. Рентген посмотрим. У нас там гений, не смотрите как. Есть, конечно. Но у нее даже судорожные изменения. Ну, сколько ей лет? Так, есть, сейчас я вам скажу точно. Полных 32 года. Вот. 32 года. Ну, в общем, есть у нее, конечно, пороза нет у нее, да, а остеопения есть. Как бы профилактически, я думаю, ей надо это дать. Кальция Она принимает, вот, они же вам сказали, что она принимает кальций. ну, кальция она там ходит. Получить от кого-то письмо, там смс.
сама себе ставлю, потому что здесь, если спереди, то я могу. Слышно будет? Наверное, я боюсь слова, но переведем. А, микрофон Да, закрой. да. Я же не вижу. Я это поняла. Вообще убрать его? Да, сейчас, секундочку. Не страшно первый раз было заниматься? Нет, совершенно. Почему вот так вот? А я вообще к народным методам лечения отношусь с доверием. Каким еще народным методом Нет, ну, ко всяким народам, они, к разным народным методам лечения, они просто уже опробированные временем и опытом других людей. Вот поэтому не так страшно. То есть вы считаете, что это надежнее, чем лечиться таблетками или на операции? Да, да, да. Там, где это возможно, естественно. Не во всех случаях возможно пользоваться народными средствами. Но во всяком случае, пиявка – это хорошая вещь. Скажите, как вы сами себя ставите иногда? Как сама ставлю? Да нет, ну очень просто. Там, заворачиваешь, ставишь, отворачиваешь губу, в общем, это такой привычный процесс. То есть это не Так. сложно на самом деле? Нет, это на самом деле не сложно, если привыкнешь, то совершенно это не сложный процесс. Можно его освоить. Пиявка – это не такое страшное животное, чтобы его бояться, можно к нему совершенно спокойно привыкнуть. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Методику не будем, да, оговаривать? Рот закрыть. Рот закрой. Когда рот закрой, да. При закрытом рте надо ставить, потому что, не дай бог, что-нибудь. Вот так, чтобы было получше видно. Где-то она уже. Тепло, повышение температуры тела в очаге воспаления. Местно.
Интересно. Редкий случай. Ну, я не знаю, можно ее для дополнения вам снять? Оно можно просто снять и все. А здесь они налили воду вообще. У нас вот не поедете покупать, конечно, знаете, да. Иногда мы сами на камеру покупаем, но так получается, что это очень тепло. Папа всем зашел. Всегда. А сейчас вредничают. Напротив стояли, да? Ну, потому что у него хорошее состояние весной уже. А у нее все кровь, Сашка выпил. Такие хорошие ногтики. Вот видите, две присосочки. Вот одна и вторая. У них вот эта головка, это они вперед и без головки. Вот, и вот эти немножко накалывают снизу. Кровь, чтобы почувствовать. И потом Они измазали лампики. Может быть, да. второй побольше. Вот так вот шагами. Они имеют такое свойство, если их плохо вот так вот там, ну, вот это, надо 4 слоя маленького лепить, они преображают будут. Вы сняли, вот, потому что уже другая сторона, как бы челюсти, эту сняли, да? А то скажут, какая-то это, обманщики. Сначала там сняли, а потом с другой стороны. Нет, тут нижняя, верхняя челюсть вот слева. Ну, реклама, она же идет по телевизору.
так называемый аспирационный метод, то есть до полного кровонасыщения, пока она не насытится. Она отваливается сама. Это считается наиболее такой эффект достигается с помощью этого, чем насильственный отрыв пиявки. Потому что и травма больше, и заживает похуже. И в этой области при пародонтите всегда отек. Все, снимайте. Скажи на ладошку, скажи мне, какая она стала. Саш, а вот это вам нужно, что я говорила, как можно в флаконе? Вот сюда, Тань, вот это покажи, пожалуйста, ну, что это приятно. Ага. Положи тампончик, чтобы не кровила. Тампончик, чтобы не кровила. И прислоним иди сюда. Напомню, опять наварить? Для сердца. Ну, просто в руке. Не, а в руке можно. Так, клади таблицу, так, вот. И она там где-то берется, и этим самым она может. Сняли? Да. Все, сейчас это еще пересосется. Открывай, лови.